Когда-то давно в Малой Азии существовал огромный город Илион или Троя. Владельцем и последним царем Трои был Приам. У него было двое сыновей. Старшего звали Гектор, младшего Парис. Но так случилось, что когда родился Парис, то его сестра, которая была жрицей храма Аполлона и обладала ясновидением, звали ее Кассандра, она сказала своему отцу, что от него нужно избавиться, иначе он загубит Трою. Отец был единственный человек, который прислушивался к дочери. Все остальные воспринимали ее как сумасшедшую, но боялись царя. Однако отец, уже не раз убеждавшись в том, что все предсказания его дочери сбываются, приказал увести этого мальчика и бросить во враги. Но мать, которая узнала об этом, опередила его. Она попросила своих слуг забрать этого ребенка с оврага и отдать кому-нибудь на воспитание. Тайком посещала его, помогала ему, пока этот мальчик воспитывался у одного пастуха в семье. Назвали его Александр. И вот Александр стал пастухом. Однажды во время свадьбы, знаменитой свадьбы родителей Ахиллеса, богиню Ириду, богиню раздора, не пригласили на свадьбу. Она обиделась и скинула золотое яблоко с крыши, на котором было написано «Самые прекрасные из богинь». И вот три богини Гера, Афина и Афродита ужасно поспорили. Каждая из них считала, что она и есть главная богиня и самая прекрасная, и это яблоко принадлежит именно ей. И в гневе они полетели на вершину горы, где молодой пастух пас своих овец. Подошли к нему и сказали: рассуди нас, кто из нас самое прекрасное, и кому ты отдал бы это яблоко. Афина Паллада подошла к нему и сказала: если ты отдашь яблоко мне, я подарю тебе победу и вечную славу, как воина. То есть воину. Подошла Гера и сказала: если ты подаришь мне, я подарю тебе семейный уют и огромное богатство, и ты будешь самый богатый человек в мире. Подошла к нему и Афродита и сказала: если ты подаришь мне это яблоко, то я подарю тебе самую красивую женщину в мире. И тогда Александр отдал яблоко Афродите. Зная, кем он является, разгневанные богини улетели с вершины горы и поклялись уничтожить и разорить город Трою. Прошли годы. Так и случилось. Когда царь Приам, узнав о том, что все-таки его сын жив, почему-то забыл о пророчестве, вернул его во дворец, назвал его Парисом и вместе со старшим сыном Гектором отправил их
грекам для заключения вечного мира между ними и царем Менелаем. У Менелая была жена, очень красивая, и звали ее Елена. Парис влюбился в нее и взмолился Афродите, чтобы та оморочила ей голову, что, собственно говоря, Афродита и сделала, поскольку она обещала ему самую красивую женщину. Елена, безумно влюбившись, потеряв разум, тайком спряталась в их корабле и уплыла в Трою. Когда греки об этом узнали, они собрали армию и пошли на Трою. Вот отсюда история о Елене Троянской. Почему я рассказываю вам предысторию? Чтобы объяснить вам, что я вам сейчас подарю. Осада Трои, 7 лет осада Трои ни к чему не привела. Не смогли они сломить дух троянцев. И тогда сделали такую хитрость. Пошли на такую хитрость, а именно Одиссей посоветовал это сделать. Они соорудили огромного коня, статую коня, и спрятали там воинов внутри статуи. После чего войско снялось с места и ушло. Якобы греки устали осаждать Трою и ушли. А эту статую оставили Посейдону как жертву, как благодарность. Троянцы радостно вышли и занесли эту статую себе в город. Ночью оттуда вышли воины, тайком открыли врата. Греческое войско рынулось в Трою, и Троя пала. Вот оттуда выражение «троянский конь». Даже есть такой вирус компьютерный «троянский конь», когда что-то заманчивое предлагают, человек нажимает на ссылку и получает вирус. Вся система заражается. Приходится покупать антивирус и прочее. Впрочем, многие говорят, я думаю, что это ближе к истине, что именно разработчики антивирусов и разрабатывают эти вирусы для того, чтобы их продукт покупался. Я хочу вас научить, как подкинуть троянского коня своему врагу. Но хочу предупредить вас, если вы хоть немного, хоть на процентов там 2-3 виноваты в этом конфликте, у вас не сработает. Но если вы абсолютно чисты, и человек вас просто доводит, то сработает на ура. Вы можете отдать ему свои бедствия за все то, что он сделал с вами. Был у меня случай, когда я женщине отдала этот заговор, ритуал, и она это провела. И соседка просто забрала себе ее болезни. Потому что соседка была редкостной тварью. Так получилось, что ее сын возвращался поздно домой по ночам, работал в 2 смены. Нормальный парень, ничего плохого не делал, учился, работал, помогал родителям. Но поскольку сын соседки был бездельник и пьяница и женился 50 раз уже за свою жизнь, ей не нравилось, что у ее соседей вот такой хороший, послушный мальчик. И однажды, когда в городе произошло какое-то убийство, она пошла и оговорила этого парня. Сказала, что видела, как он там весь в крови, значит, шел домой, что-то из дома выносил, что-то якобы в огороде сжигал.
Ну, вы знаете, что наши органы особо-то работать не очень любят и очень рады кого-нибудь поймать и все повесить на него. Этого мальчика забрали. Его били, терзали до такой степени, что он взял эту вину на себя. Значит, уже дело шло к суду. Ему отбили все почки, он просто буквально стал инвалидом. Врачей туда не допускали. И дело шло к суду, произошло второе убийство. И случайно задержали, нашли того человека, кто это сделал. И этого мальчика отпустили. Он пришел с искалеченной психикой, с искалеченным здоровьем, очень долго восстанавливался. И вот последней каплей было то, что, когда она проходила мимо, посмеялась, сказала: ну и пускай не посадили твоего, не буду называть, но зато искалечили и сделали инвалидом. Будешь теперь знать. Она говорит, я остановилась и говорю: вернись-ка сюда. Скажи мне, пожалуйста, за что ты это сделала? Когда, чем я тебя обидела? Что я тебе плохого сделала? Почему ты на это пошла? Ответ был очень простой. Так захотела. Вот я так живу, и что? Я так хочу, и чё? А я вам всегда говорю, не судите людей по себе. Если вы не способны на такие поступки, это не означает, что никто этого не сделает. И люди, которые добродушные, много раз становятся жертвами, да, подобных существ. Потому что они не понимают, почему, ну за что она могла мне сделать такое. Друзья мои, не ищите логики в подлых людях, его нет. Сколько раз в вашей жизни были ситуации, когда вы помогали человеку, а человек делал вам зло? И вы когда спрашивали, почему, за что ты сделала, либо было молчание в ответ, либо в нашем мире сейчас кидают в черный список, не отвечают, да, трусливо бегут, либо говорят, так надо. Вы сколько раз видели, когда люди, которым вы помогли в тяжелой ситуации, где-нибудь в форумах, пишут о вас гадости, если вы человек общественный. И вы очень удивляетесь, потому что мало того, что нет у человека никаких причин, так вы ему помогли в очень сложное время. Но подлость возможно объяснить? Нет. Так почему они должны уйти безнаказанными? Тот человек, который прощает и забывает зло, он сам творит это зло. Потому что, забывая зло, не наказывая зло, мы это поощряем, умножаем в этом мире. Зло должно быть наказано. И вот когда эта женщина попросила моей помощи, рассказала эту ситуацию, естественно, я увидела, что действительно она не виновата. И я ей сказала, вот сделайте вот этот ритуал. И вы знаете, через некоторое время у соседки начались подобные проблемы. И кроме того, она, можно сказать, подлечилась на ней. У нее ноги болели постоянно, у нее там с венами проблемы прошли, а у соседки они начались. Еще раз хочу вам сказать, это не порча, что вы вот сделаете на человека порчу, кто-нибудь снимет, все вернется. Это заранее вам говорю, чтобы вы знали и на всякие глупости не реагировали. Если человек виноват перед вами, он накажется. И никто его не спасет, никто не снимет эту боль. Это все пройдет, то есть перейдет на этого человека. Если через некоторое время уйдет от этого человека, уйдет в никуда, к вам не вернется. Потому что этот человек в наказание то ли вечно, то ли на определенное время получит ваши болезни. И в следующий раз к вам не подойдет. И больше вам подлости делать не будет. Я надеюсь, вы поняли. Начитывать этот заговор просто так, где-нибудь оставлять нельзя. Вы за это накажетесь. Тот человек, который возьмет, ему это не перейдет, потому что он перед вами морально чист. Но вы накажете за то, что вы случайным людям это хотите сделать. Вы должны провести на того человека, который реально вам делает зло. Вот вы знаете, что на работе человек вам делает зло. Вот пошла она там, накапала на вас, я не знаю,
оговорила вас, и вы 1000000% убеждены, что это этот человек и есть. Даже люди иногда, видя, что свидетелей рядом нет, говорят, да, я сделала, и что, чем докажешь? Вот в такие моменты нужно их наказывать. Если наказывать по-другому, это уголовщина. За это вы сядете. А зачем вы должны? Они стоят того, чтобы какой-то... Знаете, вот мне иногда, когда говорят, вот там человек не сдержался, сделал, вот его посадили. Вот когда вы хотите что-либо подобное сделать, подумайте, он настолько дорог вам, или настолько он уникальная личность, или он достоин того, чтобы вы 7-8 лет своей жизни отдали на то, чтобы вот его наказать. Пойти ему морду набить, потом пойти 2-3 года сидеть за хулиганство. Вы готовы какую-то часть своей жизни отдать это? Мало того, что он вам подло сделал, вы еще и понимаете, то, что ему морду набьете, он не помрет, ничего с ним не будет. Он дальше будет жить, хоть оплеванный, хоть и там весь народ и все село будет его проклинать. Таким людям все равно, они же упыри. Но вы подумайте, такие люди стоят того, чтобы вы несколько лет своей жизни искалечили ради него? Нет. Но я вам дам другой момент, то есть другое средство, которое ненаказуемо, но накажет их за их деяния, за их подлости. Здесь должна быть определенная вещь на алтаре, но у меня нету, поскольку я не делаю сейчас в данный момент, я ничего не делаю, поэтому я просто вас учу. А просто так начитывать на вещь потом, чтобы она дома лежала, нельзя. Обязательно должна быть золотая вещь, без камней. Цепочка, не знаю, какой-нибудь браслет. Не обязательно миллионы, чтобы стоило. Ну, сколько там? Ну, возьмите там, предположим, на 3-4 тысячи. Да. Это, должна быть не дешевка совсем, чтобы просто выкинули. Заманчивая вещь, которую будут носить, которую заберут. Не деньги, не серебро. Серебро здесь не подходит. Серебро вообще очищает пространство. Он не подходит для перекидов. Берете золотую вещь. Без камней. Камней там не должно быть вообще. Обычно золотая вещь. Можно цепочку, такой средней тонкости пускай. Можно браслет, можно колечко без камней. Даже без мелких камней должно быть. Я надеюсь, что поняли. 100 раз повторять нельзя. Нельзя, чтобы были камни. Так надо. Зажигайте свечу. Желательно черный воск. Желательно. Если нет, можно обычную восковую свечу. После чего свечу просто выкиньте. И все, когда он догорит. Разложите на алтарь эту вещь. Что тут? Что-нибудь? Ладно уж, не будем ничего. Потому что начитывать нехорошо. На что-то, а потом дома носить или вообще дома хранить. Разложили эту вещь. 6 раз читайте. Сначала начитывайте на свечу, а потом на вещь. Я вам объясню, как это сделать. Потом, вот по соседству у вас человек живет. Начитали, пошли ближе к воротам. Сказали последние слова и через ворота кинули туда. В их там... во двор. Чтобы это было видно. Обязательно подберут. Домочадцы. Или она сама. На работе начитали. И подкинули возле ее стола, возле ее машины. Если она начнет ходить и говорит, а чье это? Чья вещь? Кто обронил? Не признаетесь. Нет, не знаю, не мое. Пусть забирает. Пусть поищет там хозяев якобы и забирает. А может и не скажет ничего. Так бывает чаще всего. Но если кто-нибудь признает, скажет, это мое, пускай забирает себе эти бедствия, раз уж соврал. Согласны? Если человек на пустом месте говорит, да, это мое украшение, дайте сюда, пусть забирает, значит, заслуживает за свое вранье. Но такое обычно не бывает. Чаще всего человек находит и никому ничего не говорит, забирает домой. Потому что человек, который подлый, он подлый во всех отношениях, во всем. Так вот, это троянский конь. Тот самый. Да-да-да.
Обрадовавшись, забрали троянцы. Оказалось внутри сюрприз. То, что открыло их врата и загубило их город, их страну. То же самое здесь. Троянский конь, забрав эту вещь себе. Вот почему говорю, не подбирайте ничего нигде. Там-то может быть и сведена болезнь на вещь, там может быть немножко по-другому. Так вот. Еще раз говорю, если человек перед вами не виноват, не сработает. Если сделаете на случайных людей, накажетесь сами. Может, рублем накажетесь, по-разному. Не смертельно, но накажетесь. Но если человек действительно сделал подлость, у вас есть стопроцентные доказательства этому всему, накажите его. Итак, золотая вещь, обязательно золото. Не обязательно покупать, можете из дома взять. Но здесь не должны быть часы. Часы не подходят. Не подходит там какая-нибудь золотая, не знаю, навряд ли у вас есть, но пудреница какая-нибудь с зеркалом и так далее. Такая вещь, которая заманчива, которую могут носить. Что-нибудь среднего типа. Без камней. Начитать 6 раз и подложить. Но не свинью, а коня троянского. Итак, 6 раз. Вначале это читайте на свечу, а потом читайте на вещь. На свечу и на вещь. На свечу читаем следующее. Троянцы нашли статую коня, что враги оставили. Троянцы статую забрали, в город свой статую занесли. И через того коня троянского и город свой, и себя загубили. И надежду свою, и славу убили. Я тебе, враг мой, коня троянского подкину, а вместе с ним и свои беды. Это читайте на свечу, дальше переключайтесь на вещь. Здесь я скажу вещь, вам нужно назвать. В этот браслет, там, в это кольцо, в эту цепочку. Выйдите из меня, маята и суета, и черная беда, невезение и неудачи. Отступитесь от меня. С меня уйдите, с меня сойдите. И на вещь, на браслет перейдите, на цепочку, на вещь перейдите. И там живите. Кто эту вещь, или кто этот браслет, опять говорю, назовете, кто эту вещь возьмет, мои беды себе заберет. Заклинаю. Прочитали 6 раз. Когда будете оставлять там, говорите следующие слова. Но перед тем, как оставить, скажете, поднесете и кинете там. И вещь возьми, и беды мои себе забери. Освободи от бед меня, бери троянского коня. Да будет так. Еще раз читаем. На свечу. Троянцы нашли статую коня, что враги оставили. Троянцы статую забрали, в город статую занесли, и через того коня троянского в город, и город свой, и себя загубили. И надежду свою, и славу убили. Я тебе, враг мой, коня троянского подкину, а вместе с ним и свои беды. Начитали на свечу, опять переключайтесь на вещь. Я здесь называю вещь, не знаю, что вы будете делать, на что читать. Вы называете вещь то есть по названию. Выйдите из меня, маята и суета, и черная беда, невезение и неудачи. Отступитесь от меня, с меня уйдите, с меня сойдите и на вещь перейдите. И там живите. Кто эту вещь возьмет, мои беды себе заберет. Заклинаю. И перед тем, как скинуть, читайте на вещь. Вы можете это взять рукой, положить какой-нибудь мешочек, пакетик и подальше от всех домочадцев спрятать, если вы, например, на следующий день отвезете.
Да, можно читать любое время, но желательно в сумерки. То есть любой день. Перед тем, как скинуть вещь. И вещь возьми, и беды мои себе забери. Освободи от бед меня. Бери троянского коня. Да будет так. Последний раз читаю. Вначале читают на свечу. Троянцы нашли статую коня, что враги оставили. Троянцы статую забрали, в город статую занесли. И через того коня троянского и город свой, и себя загубили. И надежду свою, и славу убили. Я тебе, враг мой, коня троянского подкину, а вместе с ним и мои беды. Теперь на вещь читайте. Выйдите из меня, маята и суета, и черная беда. Невезение и неудачи, отступитесь от меня. С меня уйдите, с меня сойдите и на вещь перейдите. И там живите. Кто эту вещь возьмет, мои беды себе заберет. Заклинаю. И перед тем, как оставить вещь, читайте. И вещь возьми, и беды мои себе забери. Освободи от бед меня, бери троянского коня. Да будет так. Значит так, заклинание читайте 6 раз. Одну часть на свечу, вторую часть на вещь, как я учила. И перед тем, как скинуть эту вещь, один раз, естественно, начитывайте и кидайте эту вещь. Повторяю, только когда вы уверены, 1000000%, что вы не виноваты в этом конфликте. Если вы 100% видите, что человек просто делает подлость, нахально, нагло, думая, что все ему сойдет с рук, проведите это. Никогда не жалейте зло. Зло должно быть наказанным. Если вы зло не наказали, вы сами становитесь этим злом, частью этого зла, соучастниками. Запомнили? Потому что вы не накажете, он сделает с другими. Вспомните маньяков. Женщины, которые не сказали об этом, которые это скрыли, стали причиной того, что он дальше убивал. А если бы они сказали, его вовремя схватили, много жизней могли бы спастись. Они стали, по сути, соучастники этого преступления, хотя сами были жертвой. Потому что не наказали. Понимаете? Из-за каких-то причин. Общество будет осуждать, стыдно, муж бросит и прочее. Замолчали, хотя понимали, что он дальше будет это делать, но почему-то спокойно спали при этом. И стали поощрителями этого зла. Это зло пошло дальше. Поэтому, когда вы наказываете зло, никогда не слушайте этих глупцов и рабов. Надо прощать, пусть прощают. Они пусть всю жизнь будут терпилы и все прощают. Но если вы будете такие вещи прощать, знайте, что вы соучастники. Он сделал вам подлость, простили, он дальше будет эту подлость делать, потому что он понял, что его не наказывают за это. Всем удачи!